Привет, друзья! Это очередное видео на муравьиную тему. Сегодня будем заселять колонии лазиусов и миссоров в новые формикарии, а также посмотрим, как себя чувствуют вагусы после первой зимовки и рассмотрим их колонию под микроскопом. Начнем с колонии Lasius niger, формикарий для которых я сделал в одном из прошлых видео. На самом деле процесс заселения прошел уже несколько месяцев назад, но запилить видео руки дошли только сейчас. Заселение происходило в экстренном порядке, так как в пробирке-инкубаторе почти кончилась вода, а та, что осталась, напоминает мутную жижу, к тому же протекла в жилую часть и чуть не погубила расплод. Прежде чем заселять муравьев, нанесу аптечный вазелин на края формикария в качестве антипобега. Наполню кипяченой водой пробирку автоувлажнения. Теперь увлажню сам формикарий, наливая воду через отверстие автоувлажнения. Устанавливаю наногубку на свое место. И перед тем, как расположить пробирку-инкубатор с муравьями на арене их нового дома, намажу вазелином саму пробирку, чтобы муравьи не разбежались. Оставлю пробирку в таком положении и буду наблюдать. Довольно долго муравьи вообще не выходили на арену. Все-таки колония еще слишком мала и ведет себя очень осторожно. Муравьи скопились у края пробирки, но никто долго не осмеливался ее покинуть. Матка крепко вцепилась в наногубку и так и висела. Только на следующий день я заметил несмелые попытки первого разведчика обследовать близлежащую территорию. Еще через день муравьи натаскали в пробирку песка, а сами вместе с расплодом переместились наверх к матке. Тогда я решил выманить их сахарным сиропом. Сделал миску из куска фольги, капнул капельку сиропа и поставил на арену поближе к пробирке с муравьями. Заодно разместил на арене поилку из 5-мл шприца с чистой водой. Сироп не привлек муравьев, и они так и остались сидеть в пробирке еще на несколько дней. Тогда я решил пойти на крайние меры, установил пробирку автоувлажнения на свое место и отнес формикарий на муравьиную полку под систему освещения и обогрева. На 60-ваттном солнцепеке муравьи стали испытывать дискомфорт, и уже через несколько часов я обнаружил всю колонию вместе с расплодом в одной из жилых комнат формикария. Пробирку-инкубатор теперь можно убрать и накрыть формикарий крышкой. В завершении я решил побаловать муравьев придавленной личинкой жука-знахаря, положив ее прямо у выхода на арену. Муравей-разведчик быстро нашел ее. Сгонял, сообщил о находке друзьям и вернулся изучать находку. Уже через пару минут бригада из нескольких рабочих бодро тащила личинку на трапезу, а любопытный разведчик продолжал изучать арену. Позже большая часть муравьев вместе с расплодом переместилась в дальнюю от входа камеру, ближе к системе автоувлажнения, а впоследствии к ним присоединилась и матка. Значит, этим муравьям подходит высокая влажность. Ведь в этом формикарии мне удалось создать градиент влажности, и у муравьев была возможность выбрать более сухие камеры. Сейчас эта колония так и продолжает сидеть в этой камере. Обзавелась кучей расплода, а рабочие почти не выходят на арену, и личинок знахаря приходится забрасывать им прямо в жилую часть. Численность их заметно выросла, значит, колония в новом доме чувствует себя комфортно. Переходим к жнецам. Эта колония переросла свой формикарий, и в прошлом видео я сделал им новый. Теперь пришло время их туда переселить. Первым делом наношу антипобег, все из того же аптечного вазелина. Теперь сделаю заглушку для отверстия на арене формикария. От поршня 5-мл шприца возьму резиновую часть и просто обточу ее о наждачную бумагу, зажав шуруповерт. Увлажняю формикарий. Через отверстие для увлажнения шприцом вливаю воду. Я не предусмотрел момент, что воде негде будет задержаться, и вся она выливается, почти не успев впитаться в гипсовый блок. Поэтому я решил заполнить полостью увлажнения наногубкой, которая будет задерживать и накапливать воду. Вырезаю наногубку по размерам полости. Снова разбираю весь формикарий, смачиваю наногубку водой и помещаю на свое место.
После сборки формикария тестирую, и видно, как вода сначала пропитывает всю наногубку и задерживается в ней. Значит, система работает. Теперь формикарий полностью готов к заселению. Чтобы переселить муравьев, я подготовил трубку. Сначала подсоединю ее к новому формикарию, затем к старому через отверстие системы увлажнения арены, про которую у меня на канале есть отдельное видео. Несколько муравьев успели сбежать, но это не проблема. На незнакомой территории они будут осторожны и не будут убегать далеко от колонии с маткой. Поэтому я кисточкой сначала стряхну зацепившихся за систему автоувлажнения, а затем отловлю беглецов и помещу их на новую арену. Пока я этим занят, муравьи активно перебираются по трубке и начинают исследовать новую территорию. Сразу помещу пробирку с чистой водой на новую арену. А вот муравьи уже начинают исследовать подземную часть формикария. А на арене их становится все больше. Но матка с расплодом все еще остается в гнезде старого формикария и не спешит его покидать. Уже через несколько минут я увидел раскиданный по всей новой арене мусор из старого формикария, и это меня насторожило. А еще через несколько минут вся арена стала буквально усыпана этим мусором. Вот странные существа, делаешь им новый дом, а они вместо того, чтобы в нем жить, закидывают его мусором. Может, они решили остаться в старом доме, а новый использовать как свалку? Я решил, что так не годится и нужно попытаться принудить их переехать. Тем более, что многие муравьи уже активно стали заполнять жилые камеры нового формикария. Я стал отсоединять жилые пробирки, в которых не осталось расплода от старого формикария. А муравьев ссыпаю на арену нового формикария. Так мне удалось отсоединить 2 пробирки из 3. В 3-й все еще оставалась матка с расплодом. Пока я этим занимался, муравьи перетаскали весь скопившийся мусор на новую арену. Это было ужасно. Они полностью перекрыли старательно созданный мной декор арены и превратили ее в помойку. И это жнецы, самые чистоплотные муравьи. Через некоторое время я обнаружил, что матка со всем расплодом тоже переехала в новый дом, и можно было отсоединить последнюю пробирку. А дальше все просто. Я отсоединил шланг от старого формикария и перенес оставшихся муравьев кисточкой. Насыпаю на арену смесь семян. Теперь муравьям будет чем заняться в новом доме, чтобы отделить их от мусора. Нечего было раскидывать мусор по всей арене. Отсоединяю трубку и закрываю отверстие заглушкой. Оставшихся в трубке муравьев просто вытряхиваю на арену. Переезд завершен, и можно просто понаблюдать за действиями муравьев. Они довольно быстро освоились в новом доме, начали суетиться и устраиваться, и каждый нашел себе занятие по душе. Некоторые стали искать более подходящее помещение для матки и расплода. Некоторые стали искать уязвимости в декоре арены и расковыривать плохо затвердевшие участки. И надо отдать должное чистоплотности жнецов, они выбрали угол под помойку и стали перетаскивать весь мусор в него. А вот этот тип начал вырывать пещеру прямо на арене. Спустя пару недель они полностью навели порядок на арене, перетащили весь мусор в угол, а семена сложили в кучку. Заодно, видимо, тоже приняв их за мусор, поотгрызали большинство декоративных растений. В общем, чувствуют себя прекрасно. А мы переходим к вагусам. Примерно к концу марта я убрал формикарий с колонии с подоконника, где они зимовали при температуре около 5-7 градусов. И примерно пару недель подержал в мастерской при температуре около 15 градусов, где муравьи начали плавно выходить из анабиоза и началась первая активность. Затем я переместил их в комнату на 22 градуса, после чего на арене стали появляться первые разведчики в поисках еды.
где их уже ждала порция свежего сахарного сиропа и личинка жука-знахаря. И спустя еще неделю поместил ко всем колониям под обогрев. И тут же колония начала демонстрировать бурный рост. Личинки, прожившие до конца зимовки, сразу же заплелись в кокон, а матка дала огромную кладку яиц. Примерно в это время я вспомнил, что 3 года назад, когда только начал увлекаться муравьями, я заказывал с Алиэкспресса цифровой микроскоп. Но тогда так и не смог разобраться с приложением для записи видео. А сейчас мне удалось его нормально настроить, и мы можем посмотреть на муравьев вида Camponotus vagus и их расплод при огромном увеличении. Зрелище завораживающее и немного пугающее. При таком увеличении можно рассмотреть каждого рабочего в мельчайших подробностях. Вот этот рабочий бережно перекладывает личинку. Вот этот, судя по всему, ее кормит. А вот этот доедает остатки личинки знахаря. Вот этот труженик переносит кладку свежих яиц. Каждый рабочий в пробирке-инкубаторе чем-то занят. А теперь посмотрим на их королеву. И без того крупная матка под микроскопом кажется гигантом. Она, судя по всему, тоже что-то ест, придерживая передними лапками. Еще здесь хорошо видны щупальца, растущие у нее около рта. Вот она перемещается, и мы можем посмотреть на матку рядом с рабочими и сравнить разницу в размере. Здесь можно видеть количество расплодов колонии, а это значит, что скоро численность колонии многократно возрастет. А это трофалаксис. Один муравей передает другому часть еды, которая хранится у него в так называемом социальном зобе. И снова матка с рабочими. Какая же она огромная. А вот здесь хорошо видно, что и у рабочего у рта есть подобные щупальца. На заднем плане еще один рабочий кормит личинку. А на этом у меня на сегодня все. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. На данный момент у меня совершенно закончился отснятый материал на муравьиную тему. А из-за низкой активности зрителей и незначительного количества просмотров этой темы у меня совсем не осталось энтузиазма снимать новые видео. Поэтому, как я и говорил, муравьиная тема берет отпуск на неопределенный срок. Я знаю, что рано или поздно у меня зачешутся руки, и я снова захочу изготовить пару новых формикариев. И обязательно поделюсь с вами этими видео. А пока я с вами прощаюсь и оставляю вас наедине с красотой матки вида Camponotus vagus.